Всем привет! В нашем городе сейчас активно обрезают деревья. В том числе обрезали ветки над нашей парковкой. Вот такую красавицу я нашла в кустах и не поленилась занести ее домой. Сегодня мы будем делать из нее весенний декор. Я очень хотела, чтобы эта ветка могла стоять самостоятельно, без дополнительных опор. Подпилила корешок и долго искала точку равновесия. В результате пришлось подставить под нее пенечек, который я приклеила на горячий клей-пистолет. В дальнейшем это место я прикрою цветком. Переходим к созданию цветочков. Весь вечер я подбирала разные виды цветов, которые могли бы пойти на эту ветку. В результате остановилась на 3. Для цветочков нам понадобится ткань. У меня это тюль органза, нож или ножницы, шаблон для помпонов, нитки, тычинки, если есть уже готовая свечка и то, чем ее можно поджечь, и нитки для бутонов. Цветочек первый с тычинками. Нам нужно отрезать ткань и наделать из нее кружочков. Я взяла шаблон размером 7,5 примерно сантиметров и несколько слоев ткани обрезала по нему. Итого у меня 4-5 слоев органзы и тюля на каждый цветочек. Не убирая далеко наши кружочки, мы берем свечку, поджигаем ее и, соблюдая все правила безопасности по работе с огнем, аккуратненько подпаливаем бока нашей органзы, чтобы они свернулись к центру и сам кружочек уменьшился. Смотрите, я подпаливаю не самый краешек, отступая сантиметр для того, чтобы лепесток стал вогнутым. Пожалуйста, будьте внимательнее, если подпаливаете тюль. Она очень легко горит и плавится. Я фактически прикрываю шаблоном тюль, чтобы она далеко не опалилась. Собираю наши кружочки вместе, центрирую и на место серединки капаю горячим клеем из пистолета. И сразу прижимаю это место чем-то круглым. Это может быть ручка, у меня это скальпель. Жду того момента, когда горячий клей станет не обжигающим, но еще мягким и податливым. И прижимаю лепесточки к основанию нашей ручки или скальпеля. Формирую таким образом небольшое углубление для того, чтобы в него позже ставить тычинки. Пока что выбираем тычинки для нашего цветочка. Еще одна капля горячего клея. Дождав, пока капля клея схватится, вставляем тычинки и ни в коем случае не рискуя обжечься, прижимаем цветки бутона друг к другу, таким образом закрепляя тычинки внутри лепестков. Цветочек второй. Как делать помпоны, я думаю, помнит каждый, еще из детского сада. Чтобы сделать половинку помпона, нужно обмотать всего лишь половину шаблона. У меня тонкие полосы органзы, можно взять нитки. Бутончики. Я беру готовые кисточки или нарезаю их из ниток, или из органзы и обматываю их флористической лентой для рукоделия. Тонкая полоска зеленой гофрированной бумаги тоже отлично подойдет. Фактически я делаю так, чтобы только кончик наших ниток торчал из зеленого бутончика. Закрепляю все это либо горячим пистолетом, либо клеем ПВА. Теперь остается набраться терпения и повторять эти незамысловатые цветочки много-много раз. Ура! Спустя кучу миллионов цветочков мы переходим к прикреплению их все тем же горячим пистолетом к нашим веточкам. Наверное, это самая творческая часть из всего процесса создания нашего декора. В общем, наслаждаюсь моментом. Подумав немножко, я добавила туда еще ленты, чтобы создать больше разнообразия и больше весеннего настроения. Если вам понравилось это видео и мой результат, пожалуйста, не забудьте поставить под ним свой лайк. И до встречи через неделю!